أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله. Тога. Это две буквы арабского алфавита. Одна То, вторая Га. Это не является одним из имен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как думают некоторые. Это буквы арабского алфавита, которыми Аллах начал некоторые благородные суры Великого Корана. У этих букв нет значения, потому что Коран ниспослан на арабском языке, а арабский язык не дал значения буквам. У них появляется значение только тогда, когда объединяются и образуют слово. Однако эти буквы имеют великий смысл. И это явный вызов тем, кто обвинил во лжи посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Те, кто считал лжецом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, были бессильны принести нечто подобное Корану. Ни суру, ни 10 сур, ни один аят. И вместе с этим Коран, который сделал их бессильными, не содержит букв, которых те не знали, однако содержит буквы, из которых они составляют свою речь. Поэтому ты увидишь, что практически во всех местах, где суры начинаются с таких букв, то всегда вслед за ними приходит упоминание Корана. В суре Аль-Бакара Алиф Лям Мим – это писание, в котором нет сомнения. В Али Имран Алиф Лям Мим – Аллах, нет божества, достойного поклонения, кроме Него, живого, поддерживающего жизнь. Он ниспослал тебе Писание с истиной. В суре Аль-А'раф Алиф Лям Мим Сод – тебе ниспослано Писание, которое не должно сжимать твою грудь. В суре Юнус Алиф Лям Ро – это аяты мудрого Писания. И так каждый раз, когда мы видим в начале суры буквы алфавита, после них приходит упоминание Корана. Это указывает на то, что Коран состоит из букв, из которых состоит речь арабов. Вместе с этим они не могут привести что-либо подобное. Это более правильное объяснение того, что имеется в виду под этими буквами алфавита.